Если вы когда-либо переживали потерю близкого, отношений, образа жизни, возможно, вы замечали, что горе, оно нелинейно. Один день вы чувствуете, что вы горюете, что просто невыносимы и хочется исчезнуть из этого мира, а в другой день, наоборот, вы хотите выйти из этого состояния, отвлечься, заняться чем-то другим. Один день вы чувствуете облегчение, а на следующий день накатывает волной. Это не сбой, это процесс исцеления. Давайте поговорим о том, что такое горе и почему оно циклично. Горе — это не прямая линия, это движение между двумя состояниями. Первое состояние — это глубокое переживание, второе состояние — это передышка. Существует модель двойного процесса. Ориентация на потерю, ориентация на восстановление. Сейчас на экране, скорее всего, появится схема, благодаря которой в 2023 году мне удалось очень мягко, очень плавно, если это так можно назвать, прожить состояние горя. Если вы не смотрели предыдущие мои видео, то, пожалуйста, посмотрите. Надеюсь, я не забуду добавить подсказки для того, чтобы вы смогли напрямую перейти на видео. Там я рассказываю свою историю потери, о том, как заболела моя мама и как в дальнейшем я проживала это горе и что помогало мне. Во втором видео у меня записана техника, и вы можете воспользоваться, тоже посмотрев второе видео, воспользоваться этой техникой. Она очень сильно снижает уровень стресса. Почему важен баланс? Потому что переживание и восстановление поддерживают адаптацию. То есть эти два состояния, они помогают человеку проживать вот этот период потери. Потому что если вы скатываетесь в сильное горевание до безумия, то есть бьетесь головой об стену, теряете все смыслы, не хотите ничего делать, замыкаетесь, закрываетесь, ни с кем не общаетесь, да, это одна крайность. Если вы превращаетесь в счастливого городского сумасшедшего, делаете что-то, не совсем, так скажем, адекватное, вот это такая эйфория, счастье, то есть все, я все забыл, все неважно, давайте веселиться. То есть это другая крайность, и она такая тоже весьма сомнительная. Если вы застреваете в одном состоянии, психика очень сильно истощается, и вы уходите в некое отрицание. Мне очень нравится метафора «горе – это дыхание». Ему нужен и вдох, и выдох. Сейчас переслушайте еще раз, потому что вот эта мысль, она, я считаю, уникальная, и она много объясняет. Скорее всего, я в каждом видео все равно так или иначе буду касаться своей ситуации, потому что так мне легче донести вам свои собственные состояния, чувства, на примере каком-то, объяснить. Поэтому сейчас я немного расскажу свою ситуацию и как было у меня, что помогло мне. Когда мама умерла, конечно, я переживала очень сильнейшую боль. Я в тот момент как раз еще и была одна в квартире. Не было людей со мной рядом. И вот в тот день я помню момент, когда я как будто бы, знаете, не могла даже дышать. То есть у меня настолько перекрыло эмоционально, а тело вот среагировало тем, что просто как будто сейчас у самой остановится дыхание. И спасибо каждый раз еще помимо этого я буду благодарить своего супруга, потому что он меня после похорон, где-то, наверное, через дня 3-4, увез в другой город, в тот город, в котором мы познакомились. И, конечно же, это место всегда связано было и будет с приятными положительными эмоциями. И вот это как раз-таки помогло мне компенсировать те болевые, эмоционально высокие, такие негативные эмоции, переживания, компенсировать и увести меня в баланс. Я тогда не сильно придала этому значения, но вот сейчас уже, когда я отрефлексировала вот этот весь пройденный опыт, сейчас я понимаю, что да, без этой поездки я не знаю, насколько бы я еще застряла в том состоянии ужасном. Еще помогло то, что я не избегала своего горя. Я просто позволяла себе вот эти маленькие небольшие островки для восстановления. Разрешила, опять же, мужу меня увезти. Я не сопротивлялась, не брыкалась, не говорила: ой, у меня же горе, как мы поедем сейчас туда. Нет, я приняла вот это предложение, и это оказалось самым верным решением на тот момент. Поэтому если вы сейчас проживаете состояние горя, и вы чувствуете, что вы отказываетесь от каких-либо предложений, оправдывая это тем, что вы в состоянии горевания, возможно, это как раз-таки тот ключик, который вы ищете. Хочу затронуть такой вопрос. А вообще, как понять, что я застрял?
Одно дело, когда ты уже вышел, да, из состояния горевания, ты можешь это отследить. А как отследить это, когда ты еще пребываешь в состоянии боли? Мне очень тоже помогли два вопроса. Если вы сейчас хотите с пользой уйти, посмотрев это видео, я вам даже рекомендую записать в телефон или в блокнот эти два вопроса. Их нужно задавать себе. Когда я позволяла себе чувствовать? Это первый вопрос. И когда я последний раз отдыхала? И вы знаете, вы удивитесь, когда вы зададите себе этот вопрос, вы можете просто обалдеть от того, насколько вы давно не отдыхали, что вы давно не позволяете себе чувствовать что-либо другое помимо горя. Есть такой термин, как ресурсное окно. Он основывается на том, чтобы создавать маленькие опоры в своей повседневности, пока вы проживаете горе. Что это вообще такое, ресурсное окно? Это те моменты, когда психика может восстанавливаться. Сейчас я назову несколько пунктов. Тоже, пожалуйста, если сможете, запишите. Очень важно, чтобы вы проанализировали, а как у вас со всеми этими пунктами. Первое – это сон. Пусть он хоть и тревожный, но все-таки мы живем в 21 веке, есть очень много препаратов, которые помогают эту тревожность снять. Как минимум это магний, как минимум это пустырник, как минимум это препараты, которые снимают вот эту тревогу, антистресс. Поэтому очень важно это применять. Не просто пытаться заставить себя уснуть. Даже ромашковый чай попить – это уже будет огромная помощь вашему организму. Потому что даже тревожный сон, все равно, если, окей, вы это не хотите применять, а хотите вот полностью на своей трезвости пытаться хорошо поспать, ну, бог с ним, хорошо, пускай спите так. Но главное, очень важно спать, потому что если вы после вот этого пункта поймете, что вы вообще не спите, это, ребят, очень плохо. Это такой звоночек, что вы можете просто в этом горевании остаться надолго. Имейте в виду, я, конечно, никого не пугаю, но мне бы очень хотелось, чтобы вы с пользой вышли после просмотра этого видео. Пожалуйста, остановите, может быть, да, и подумайте, как много вы ночей, хотя бы 3 последние, хорошо ли вы спали. Скажу о себе по поводу сна, что было у меня. Я пила, конечно же, специальные на растительной основе препараты, покупала их во Вкусвилле. То есть это обычные таблетки, безрецептурные, но там было очень много трав, и мелисса, и ромашка, и пустырник там был, много-много всего. То есть это максимально расслабляло мою психику на время сна, и я могла восстановиться. Что на мне лежала очень большая ответственность. Опять же, возвращаясь к моей ситуации, кроме меня из родственников никто не мог с моей мамой находиться и решать вопросы документов. То есть была сиделка, но вот именно из родственников, из близких людей у меня не было вообще никакой помощи. То есть все вопросы я должна была решать сама по поводу обезболивающих, по поводу каких-то документов. Поэтому, конечно же, времени днем у меня не было. У меня оставалась только ночь, и я это время максимально использовала. Дальше. Еда, пусть и без аппетита. То есть очень важно получать нужное количество белков, получать нужное количество витаминов, да, потому что если вы перестанете есть на фоне стресса, да, вам просто, опять же, от вас ничего не останется, а вам нужны силы для того, чтобы решать какие-то вопросы, да. Хорошо, если есть кому вам помочь, если вы в такой же ситуации, в которой была я, конечно, еда – это вторая очень важная составляющая. Как было у меня наоборот, был нормальный аппетит. Я вообще ни разу не мучилась тем, а что же я хочу есть или не хочу есть. Все нормально было с аппетитом, поэтому здесь у меня как такового опыта нет. Опираюсь только вот на какие-то общие принципы и знания. Короткие вспышки радости. Это может быть музыка, запах кофе, это может быть солнце в окне. То есть просто вот что-то повседневное, что вы можете заметить и получить от этого микро-микро удовольствие. Для вас это может быть что-то свое. У меня тогда на тот момент я прям сильно подсела на матчу. Это вот такой порошковый зеленый чай. Не все знают про него. Я купила даже чашечку, специальный венчик. И у меня был просто вот такой ритуал. Я просыпалась, и без этого не начинался мой день. Но это доставляло мне такое удовольствие, вот эта вот микрорадость, что я думаю, что это снижало, опять же, мой стресс. Просто приятные ритуалы. Написать что-то в дневник. Сказать себе, какой вы молодец, что вы справляетесь, или просто заметить что-то хорошее за сегодня, особенно перед сном. Я еще на тот момент смотрела очень много ютуберов, именно те, которые влоги снимают. Таким образом, я как будто бы проживала их жизнь, немножко отвлекаясь от своей.
Я много раз слышала и сама, если честно, грешила тем, что не понимала людей, которые смотрят сериалы, что можно там смотреть, это же вообще бессмыслица какая-то, так проводить время. Но когда я столкнулась с периодом горевания, когда я просто пересмотрела вообще все сериалы, которые лежали у меня там в папочке лет 7, то я преисполнилась и поняла, что, знаете, я была не права, осуждая этих всех людей. Даже если вы будете смотреть сериалы в тот период и думать, боже, вы разлагаетесь морально, вы ничего полезного не делаете, да и пофиг. Вам так психика сказала, вы пошли, посмотрели сериал. Дайте себе эту возможность, не укоряйте себя. Фильмы, может быть, какой-то список фильмов, в которых очень хорошая, приятная история с хэппи-эндом. Иногда вот эти действия, они бессмысленны на самом деле, да? Они не имеют за собой какую-то цель, смысл. Эти маленькие действия – это сигналы вашему мозгу, вашему организму, что жизнь все-таки существует и помогает вам видеть не туннельно, а все-таки видеть с разных сторон вашу же собственную ситуацию. Не быть внутри нее, немножко от нее отстраняться и смотреть со стороны. Понимаете, о чем я говорю? Если вдруг непонятно, задавайте вопросы. Я открыта к диалогу, у меня под всеми видео открыты комментарии. Еще скажу, что у меня есть 2 канала. Один канал открытый, Наталья Светлая, в Телеграм, где я просто пишу цитаты, делюсь какими-то мыслями, записываю аудиоподкасты, то есть там можно голосом меня слушать. Все, что может как-то на пути поддержать и дать инструменты на пути горевания или уже период просто поддерживающий. Каждый там найдет свое. И второй канал, вы увидите, скорее всего, здесь QR-коды. Это закрытый канал по подписке. Туда, чтобы зайти, нужно оплатить на Tribute подписку. Она ежемесячная. Вы можете эту подписку потом продлевать. Либо, например, оставить донат. Там по-разному можно. И там уже более глубокая работа, уже более глубокие техники, медитации, более такие инструменты объемные. Поэтому, пожалуйста, выбирайте для себя, что вам комфортно. Можете быть и там, и там. Пожалуйста, добро пожаловать. Еще хочу акцентировать в этом видео на том, что отдых – это акт заботы о себе. Это не предательство. То есть вы не предаете себя, отдыхая, да? Вы не предаете себя, находясь в горе и отдыхая. Когда ты горюешь, кажется, что все, я обязан горевать, я сейчас в этом, кто-то болеет, а я не могу жить, я не могу веселиться. Нет. Как раз-таки очень важен отдых, очень важна забота о себе. Предательство – это как раз-таки, когда забиваете и пускаете все на самотек. Это может очень сильно, еще раз повторюсь, потом отразиться. Можете застрять в этом бесконечно. Подумайте об этом. Я знаю случаи из даже моего окружения, из людей из семьи, люди просто на десятилетия остались там в этом моменте горя. И их жизнь остановилась, и все. И те возможности, которые можно было бы за это время взять и восстановиться, они уже упущены. Все, время уже не вернешь. Все настолько накаляется и тело, ваш мозг, что просто вы превышаете свой собственный предел. И истощаются все процессы организма, истощается нервная система. Это может сломать, и горевать 24 часа на 7 это нецелесообразно. Я буду заканчивать это видео. Искренне верю в то, что оно станет поддержкой, вы что-то сможете взять из него. И хотела бы сказать, что горе, оно не уходит. Учимся жить с ним. У каждого это свой путь. У меня свой путь, у вас свой путь, но на этом пути мы в состоянии сделать как можно лучше для себя. И скажу, что вы не одни. Находите таких авторов, которые готовы делиться. Так вы скорее почувствуете, что эти люди разделяют ваши эмоции, чувства, они вас понимают. Очень важно быть понятым в вашей ситуации. Берегите себя, делайте по чуть-чуть, не спешите. Конечно, я, наверное, может быть, выгляжу как сноб, что я тут вам вещаю, но я как будто бы вещаю из будущего. Вот так бы мне хотелось, чтобы вы меня видели не нравоучителем или не каким-то там гуру, а просто видели во мне себя, но только в будущем. И помните, что в этих колебаниях от горя до счастья есть вы живой человек, и в этом колебании вы находите баланс. Желаю вам искренне чудесного дня. Все будет хорошо. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.